Любой, кто когда-нибудь бывал в Испании, скажет вам, что испанцы – счастливый и жизнерадостный народ. Что помимо солнца и моря делает их такими? Легко быть жизнерадостным, когда в течение года в вашей стране тепло, повсюду яркие краски, горы, море. Но на самом деле добавить оптимизма в свою жизнь может каждый из нас. За 16 лет жизни в Испании психотерапевт Елена Хромлева-Беремхо смогла раскрыть секреты жителей этой страны, и сегодня она с нами ими поделится. Они помогут стать счастливее каждому из нас, вне зависимости от того, в каком уголке планеты мы проживаем. Немного об авторе. Елена Хромлева-Беремхо – психолог-психотерапевт, педагог, ЭО-терапевт, член Европейской ассоциации психотерапии, Всемирного совета психотерапии, Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. А теперь перейдем к секретам, которые для нас подготовила психолог. Испанцы принимают других такими, какие они есть. С самого детства испанцы придерживаются принципа несравнения. В их школах не проводят родительских собраний, на которых бы при всех сравнивали и обсуждали учеников. Вся личная информация обговаривается на индивидуальных встречах с учителем. К сожалению, нас воспитывали в вечной гонке за первое место, и мы продолжаем учить тому же наших детей. Но, как показывает опыт и культура других стран, а также психотерапевтическая практика Елены, мы все хотим чувствовать себя единственными и неповторимыми, ощущать, что нас любят такими, какие мы есть, и не пытаются постоянно менять, отгонять и улучшать. Испанцы ценят приложенные усилия. Возможно, в Испании не так много олимпийских чемпионов, известных на весь мир композиторов, танцоров, писателей, актеров. Зато здесь очень много счастливых людей, которые ценят себя за приложенные усилия. Задумайтесь, как часто мы обесцениваем свои достижения после одного промаха. Диплом с 1/4, и мы уже недостойны гордости. Пара ошибок на большое сочинение, и уже позор, исправляйся. Пробежал полумарафон с временем чуть хуже, чем у соперника, и уже не в счет месяцы тяжелых регулярных тренировок. Всегда будет кто-то лучше, быстрее, смелее. Но это не значит, что наши усилия ничего не стоят. Испанцы стараются ценить каждое из них. А если уж очень хочется сравнивать, то сравнивают себя с самим собой в прошлом. Испанцы благодарят себя и мир. Может, роль играет их религиозное воспитание, или просто испанцы поняли, что выражение благодарности дает им энергию. В Испании принято благодарить всех – себя, окружающих, Бога. Попробуйте каждый день перед сном, уже в кровати, вспомнить, как прошел день, и поблагодарить мир и свою жизнь за 3 приятных момента, которые случились. Испанцы всегда вежливы. Взаимоуважение – одно из неотъемлемых качеств большинства испанцев. Вежливость и улыбка – это кое-что типично испанское. И та же способность терпеливо ждать своей очереди прививается с малых лет. Очередь на качели, очередь в класс, очередь, чтобы сесть в автобус, очередь в мясной лавке, очередь к врачу. Везде четкость и порядок. Благодарим за понимание, если вам приходится ждать дольше обычного. Возможно, в следующий раз именно вы без злого умысла задержите очередь. Такое объявление я встречала не раз в частных клиниках, говорит психолог. Испанцы стараются получать удовольствие каждый день своей жизни. Disfruta de la vida, que son dos días, говорят испанцы, что означает наслаждайся жизнью, в ней всего пара дней. Конечно, дней не гораздо больше, но она так скоротечна, и не стоит тратить время на плохое настроение или самобичевание, считают испанцы. Быть честным по отношению к себе и другим, не волноваться по пустякам, получать удовольствие от жизни. Вот залог счастья по-испански. На этом, друзья, наш видеоролик подходит к концу. Благодарю каждого из вас за просмотр. Ставьте большой палец вверх обязательно. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!